Приветствую всех на канале Китайфак, и сегодня на обзоре будет лазерный уровень из Америки под названием Kevitz KT360A. Это 3D уровень с зеленым лучом, продается в основном на Амазоне, также в европейских странах, но основные продажи приходятся на Соединенные Штаты Америки. И также плюс ко всему он еще продается на AliExpress, поэтому возможно его кто-то уже видел. Приходит вот в такой фирменной коробке, коробка немного помялась, но на внутренностях это в принципе не сказалось. Итак, давайте же посмотрим, что продают на американском рынке. Приходит уровень вот в такой всем уже известной мягкой транспортировочной сумке. Внутри вспененный полиуретан, ячейки под разные аксессуары и сам уровень. Ну, собственно говоря, это второй самый распространенный вариант после пластикового кейса. Вот такая большая толстая инструкция на английском языке. В комплекте мишень магнитная, провод USB Type-C, USB-шная вилка, она идет без переходника, то есть нужно докупить будет переходник. Такое магнитное крепление, на самом деле, кстати, много где уже встречается оно. Два мощных аккумулятора в комплекте и один аккумулятор уже закреплен на приборе и, соответственно, сам прибор. Давайте рассмотрим все поближе. Итак, начнем с инструкции. Инструкция довольно информативная. Да, кстати, инструкция есть на немецком, испанском, французском, итальянском еще языках. Полностью расписан алгоритм переключения плоскостей в такой таблице. И давайте посмотрим спецификацию. Так, резьба для штатива 1,4 и 5/8 дюйма. Значит, литий-ионный аккумулятор, в котором используется 3 аккумулятора типа 18650. Но чуть попозже мы разберем, посмотрим. Время работы с одной лазерной линией 70 часов. Ну, тут имеется в виду 35 часов от одного аккумулятора. Умножаем на 2, получаем 70 часов. Если 2 линии горит 40 часов. Если 3 линии горит 25 часов. Рабочая дистанция 30 метров. С приемником здесь дистанция почему-то не указана, но она 60 или 50 метров, где-то в этом районе. Погрешность плюс-минус 0,3 мм на метр, либо плюс-минус 3 мм на 10 метров. Диапазон работы компенсатора плюс-минус 4 градуса. Время установки меньше или равно 3 секундам. Рабочая температура от минус 10 до плюс 50. Температура хранения от минус 25 до плюс 75. При хранении относительная влажность не должна превышать 90%. Класс лазера 2. Длина волны 520 нанометров. Мощность лазера не более 1 мВ. Вес 1 килограмм, чуть побольше, и размеры. Собственно говоря, это вся спецификация. И эта фирма Kevitz дает гарантию на свою продукцию в течение 3 лет. Да, модельный ряд относительно у них небольшой, это самая верхушка. Есть еще с одной плоскостью вертикальной и 360 градусов горизонтальной плоскостью. И есть еще обычный крест. По сути, в линейке только 3 лазерных уровня. Далее зеленая магнитная мишень, но она абсолютно такая же, как у многих лазерных уровней. Здесь ничего необычного нет. Очень удобная при монтаже различных металлоконструкций, особенно удобно при монтаже потолка типа Armstrong. Примагничиваете в разных точках потолка, руки свободны, подвес двигаете и устанавливаете все на одну риску, весь потолок, всю плоскость потолка. То же самое делайте с полом. Для этого здесь предусмотрена вот такая специальная ножка. Вроде бы простая, но очень удобная вещь. Ну, как говорил, для зарядки используется USB и USB Type-C. Такая USB-вилка. Дополнительно можно приобрести вот такой дешевый переходник. Одеваете, и получается уже европейская вилка. Если кому интересны характеристики, можете поставить на паузу и посмотреть их. Потом в комплекте вот такое магнитное крепление. Его можно закрепить на саморезы, на ремешки в 2 плоскостях. Допустим, если примагнититься и закрутить саморез нельзя, ну, к примеру, это будет пластиковая труба, то можно прокинуть стропу, либо какой-то ремешок и к этой трубе привязаться. Сзади и снизу находятся такого плана неодимовые магниты. Ну, на самом деле, крепление неплохое, компактное. Снизу имеется 2 резьбы для крепления на штатив 1,4 и 5/8. Но лично мне такое расположение магнитов не очень нравится. Если мы говорим о каком-то профиле, то да, он будет крепиться очень сильно, ну либо к пластине. Если магнититься к какому-то тонкому стояку, то крепление не очень будет надежно держаться. Нужно, чтобы была обязательно плоская поверхность. А так в целом крепление сделано очень хорошо, ну и повторюсь, очень компактное. В комплекте вот таких 2 мощных аккумулятора. Здесь есть индикация 4-ступенчатая разряда. Вот такой резиновой накладкой находится гнездо для зарядки USB Type-C. Аккумулятор можно заряжать как отдельно, так и установленным на прибор. Сзади находится такая контактная группа. Здесь есть характеристики, можете посмотреть. Аккумулятор разбирается. Давайте сейчас его разберем и посмотрим, что внутри. Итак, вот я разобрал аккумулятор. Такая мощная толстая крышка. Пластик везде используется очень качественный и довольно толстый. Абсолютно такая же резина черная и такой же пластик, как на самом приборе. Ну вот о чем я и говорил. Здесь находится 3 баллона 18650. Такая плата с контроллером. Контакты все промазаны. Как можете видеть, качество исполнения очень высокое.
Так, и сам прибор. Сделан он просто на высочайшем уровне. Идеально подогнаны все зазоры. Очень круто собран корпус. Я не знаю, он создает впечатление такого реального кирпича, к которому можно крепко приложиться. Башни сделаны из металла, они очень мощные. И, кстати, заметил здесь такое преимущество из-за огромных башен. У них очень глубоко утоплены стекла. То есть свободно можно брать пальцами, не боясь заляпать стекло. Я до него не достаю, вот, хотя хват уже такой довольно глубокий. Это на самом деле очень удобно. Модель называется КТ-360А. Здесь есть дополнительная информация. Снизу также дополнительная информация. Прибор прошел практически все сертификации CE, ROHS, FC, FDA. Снизу располагаются две аккуратные резьбы, 1/4 дюйма и 5/8. И сбоку находятся все элементы управления. То есть тумблер двухпозиционный и две кнопки. Это переключение лазера и включение режима работы с приемником. Ну, сейчас чуть попозже функционал мы его разберем. Аккумулятор крепится очень хорошо. Ну, никаких люфтов просто нету. Все четко. Стоит просто идеально. Сам компенсатор блокируется также очень хорошо. Ничего не болтается, не шатается. И место для крепления аккумулятора выглядит вот так вот, такой контактной группой. Чтобы вставить аккумулятор, нужно вверх загнать шипы и защелкнуть. В общем, тут никаких претензий нету, сделано реально все четко, круто. Лично мне очень нравится. Давайте снимем башни и посмотрим, как они устроены. Итак, вот снял башню. Выглядит она таким образом и сделана совсем по-другому. Да, кстати, чтобы снять башню, нужна уже не обычная отвертка, ну а хотя бы звездочкой. То есть получается, что здесь сделано в виде такой капсулы. Чтобы достать стекло, нужно еще выкрутить дополнительную вот эту вставку. Давайте сейчас я ее выкручу и посмотрим. Сама башня сделана из металла, а эта вставка уже идет пластиковая. И получается, что прилегает она к корпусу. Здесь, видите, никаких выемок нету. Просто вот этим ободком. Это такая прорезиненная вставка. Она играет роль резиновой прокладки. Сделано, конечно, интересно, своеобразно, как-то по-другому. Но, к примеру, вот эти резиновые прокладки у Хьюпара как-то они все равно выглядят более надежно, что ли. Такие большие с двух сторон. Но здесь интересно, что сделана вот такая вставка. И прикручивается отдельно на 4 болта. То есть стекло, оно не снимается, оно, по всей видимости, сюда вклеено. То есть вот в нижнее это основание. И сверху имеет тоже такую крышку. Но там сверху никакой резинки нету. И снизу тоже. То есть просто стекло вставляется в паз и вклеено. Также и сверху. Ну, по большому счету, тоже неплохая, отличная защита. Круто сделано. Больше всего мне, конечно, понравилось, что мощная башня и практически невозможно запачкать стекло. И также будет его сложно разбить. Внутри стоят такие аккуратные лазерные модули. Чуть попозже посмотрим толщину лазерных линий на разных расстояниях от этих модулей. Они все промаркированы, только там маркировка сбоку, ее здесь не видно. Давайте сейчас быстренько проверим его функционал, алгоритм переключения плоскостей. И потом я его полностью разберу и уже посмотрим, как он настраивается и как он в принципе устроен внутри. Да, друзья, все ссылки, где продается этот уровень, я оставлю в описании под видео. Кому интересно, переходите, смотрите. Обязательно подписывайтесь на канал. Большая просьба, если не сложно, подписаться на Дзен канал, потому что судьба YouTube все-таки не до конца известна. Но вы сами все знаете, здесь нечего объяснять. И также не забываем подписываться на Telegram канал. Там публикую различные скидки, то есть там более такая оперативная информация, я думаю, не помешает. Итак, давайте посмотрим функционал. Здесь все стандартное, как у обычного 3D лазерного уровня. 3 плоскости по 360 градусов, зеленого цвета, 2 кнопки. Есть режим работы с заблокированным компенсатором, то есть вот у вас компенсатор заблокирован. Удерживаете кнопку лазер в районе 4 секунд. Загорается горизонтальная линия. И можно размечать что-то под наклоном. Линия также будет мигать с дискретностью где-то раз в 5 секунд. Это информирует вас о том, что вы находитесь в неком спецрежиме. И разметка здесь происходит под любым произвольным углом, но никак не разметка уровня. Этой же кнопкой лазер можете переключать плоскости по отдельности. То есть вот сейчас горят 2 вертикали. Ну, сейчас по алгоритму пройдемся чуть попозднее. Режим работы с приемником, вторая кнопка. Отвечает за переход прибора для работы именно в тандеме с приемником. Линия начинает при этом гореть чуть тусклее. Сейчас видите, яркость меняется. И в этом пульсирующем, более тусклом режиме прибор может работать с приемником, который нужно докупать отдельно. Он, кстати, тоже продается. Да, режим работы с приемником можно включить как в заблокированном режиме, как сейчас, когда активирована функция Tilt, так и в разблокированном. То есть вот открываете маятник, у вас автоматически устанавливается уровень. Если угол диапазона компенсатора будет превышен, то линии будут мигать. Вот так вот очень быстро. Это говорит о том, что нужно прибор просто поправить и мигание исчезнет. Ну и сейчас вот, как видите, прибор находится в режиме работы с приемником. Вот я его выключил, и линии стали гореть чуть ярче. И здесь также отключается индикатор диодный. Здесь индикатор начинает гореть зеленым цветом, когда компенсатор у вас открыт.
Когда он у вас заблокирован, сейчас еще раз давайте включим, то это также горит зеленым, но он просто мигает. Если он начнет мигать красным, то это говорит о том, что садится батарея. Ну и в принципе индикатор именно разряда батареи находится сзади, 4-ступенчатый. Поэтому здесь на корпусе он особо не нужен. И давайте пройдемся по алгоритму переключения плоскостей. То есть включаете уровень, сразу загорается горизонтальная плоскость. Следующее нажатие горит только одна вертикаль спереди. Следующее нажатие горит две вертикали. Горизонт не горит. Следующее нажатие горит горизонт и одна передняя вертикаль, чтобы на стене можно было получить крест. И следующее нажатие горят все три плоскости. И дальше по кругу. То есть по большому счету алгоритм довольно неплохой. Можно отдельно включить вертикаль, отдельно горизонт, отдельно лазерный крест. Можно вертикаль и горизонт включить, либо все вместе. Разбирается прибор довольно просто. Нужно снять аккумулятор, две боковые башни и выкрутить 4 болта снизу. То я сейчас и сделаю. Итак, вот я открутил все болты. Таким образом прибор выглядит внутри. Вся рама, на которой держится компенсатор, все 4 опоры сделаны из пластика с ребрами жесткости. Но в защиту могу сказать, что здесь компенсатор действительно какой-то очень легкий, такой небольшой, маленький. То в принципе запаса прочности таких опор вполне хватает. Не знаю, видно вам или нет, вот там в основании везде у лазерных модулей есть маркировка. Сверху волоски скручены в один проводок. Это ответ тем, кто иногда спрашивает, если они замкнутся, будет что-то? Нет, ничего не происходит, их можно замыкать. Здесь на плате подписаны места волосков, что куда припаивается, если вдруг оторвется. И на нижней плате тоже также все подписано. То есть сделано абсолютно все хорошо. Опять же, ничего не заурядного. Все как по большому счету и в других уровнях. Подшипники маленькие вот стоят закрытые. И давайте поговорим немножко о настройке. Как этот прибор настраивается. Так вот, я открепил провод, чтобы было удобнее показывать. То есть, если настройка требуется отдельно какого-то лазерного модуля, то для настройки используются вот эти 4 болта, которые крепят основание модуля к самому маятнику. Это есть у каждого лазерного излучателя, что сверху, что снизу. Вот. Но зачастую встречается соосное смещение, то есть все плоскости завалены в одну сторону, и для этого необходимо просто подправить маятник, и все плоскости вернутся в исконное истинное положение. Для этого здесь предусмотрена также простая настройка. Вот есть два цилиндра. Это часто где встречается, возможно, в вашем уровне именно такая же конструкция используется. Вот это цилиндр продольного смещения, то есть получается вы меняете центр тяжести его, крепится он здесь маленьким болтиком таким, его выкручиваете, и этот цилиндр можно доставать. Внутри цилиндра также ходит еще маленький такой стержень под шестигранник, который также можно перемещать внутри тела маятника. То есть он делает уже более тонкую подстройку. Если перемещать сам цилиндр, он более тяжелый, то у вас будет грубая такая настройка, когда прибор сбит достаточно сильно, а тонкую подстройку уже там миллиметры ловить можно именно вот тем стержнем под шестигранник, который внутри, он меняет уже потихонечку. И, собственно говоря, также продольный такой же цилиндр. Вот крепит его маленький такой стерженек под шестигранник. Также отжимаете его, можете двигать сам цилиндр. И в цилиндре, как видите, под шестигранник тоже есть такой стержень с резьбой. Его тоже перемещаете. И то есть, соответственно, если вы этот цилиндр либо стержень перемещаете туда внутрь, у вас там давит больше. И получается плоскость начинает с одной стороны подниматься, с другой опускаться. Ну и, соответственно, в этих двух плоскостях настраиваете положение горизонта и какой-то из вертикалей. Ну, просто если вы, допустим, трогаете этот цилиндр, то у вас вот так будет меняться плоскость горизонтальная, и вот эта вертикальная плоскость тоже будет иметь крен вправо или влево. Ну а вот эта вертикаль у вас будет просто вокруг своей оси вращаться, то есть на нее никак перемещение этого цилиндра сказываться не будет. Соответственно, и с другой стороны то же самое, только уже не будет сказываться уже на эту вертикаль. Здесь смотреть нужно по ситуации, то есть соосное смещение исправляете положение маятника. Это делается довольно просто, справится любой. Ну, в общем, внутри сделано все аккуратненько, все хорошо, придраться тоже особо не к чему. Теперь давайте я его соберу и посмотрим толщину лазерных линий на разных расстояниях. Так, собрал прибор, давайте сначала еще проверим работу от сети. То есть вот установлен аккумулятор, включаю прибор, пошла зарядка. Ну и в принципе все хорошо, все работает. То есть прибором можно работать во время зарядки от сети. И давайте посмотрим еще работу от пауэрбанка, будет работать или нет. Отсоединяем вилку, беру пауэрбанк, подключаем. Все, зарядка пошла, должно быть все хорошо. Включаем, да, прибор работает, все четко. То есть, друзья, также можно работать и от пауэрбанка. А сейчас переходим к проверке толщины лазерных линий на разных расстояниях. Итак, на 1 метре на коротком расстоянии толщина лазерной линии чуть больше 1 мм. Линия с четкими краями, четкими границами. Давайте посмотрим на 5 метрах. На 5 метрах толщина также чуть больше 1 мм, где-то 1,5 мм. Линия четкая, тонкая, яркая. Давайте посмотрим на 10 метрах.
На 10 метрах линия не больше 3 мм, где-то 2,5-3 максимум. Как видите, микроколебания практически отсутствуют, но также они есть, минимальные, но практически незаметны. Такие колебания присутствуют у всех лазерных уровней с маятниковым компенсатором. Это такое нестабильное магнитное поле, которое вызывает подергивание. И все это передается, соответственно, на линии. Такой эффект отсутствует только у лазерных уровней с электронным компенсатором. К примеру, как Hupar DT03CG. Его обзор также есть на канале, переходите, смотрите. Что касается замеров яркости лазерной линии на разных расстояниях, то я делаю это люксметром. Как вы знаете, у конусных призм яркость по периметру неоднородна, то есть есть места, где луч ярче, и также есть сектора, где он тусклее. Поэтому я замеряю на 5 метрах самую яркую сторону, на 5 метрах самую тусклую сторону и на 10 метрах также самую яркую и самую тусклую сторону. Но делаю я это в темное время суток, поэтому в обзор мне его сложно сразу запихивать, и измерения я делаю отдельно. Есть у меня специальная таблица, там занесено очень много лазерных уровней, у кого какая яркость, то есть ее можете посмотреть либо на сайте laserlevel.ru, либо также можете ее скачать в нормальном варианте в телеграм-канале Измериловка. Обязательно подписывайтесь, пишу не часто, но только полезно. Итак, сейчас вы увидите на экранах эту таблицу, я вам перечислю просто эти данные, кому будет интересно сравнить с другими уровнями, то переходите и без проблем сравнивайте. На 5 метрах самая яркая сторона у него 27,3 люкса, самая тусклая сторона на 5 метрах 5,1 люкса. На 10 метрах самая яркая сторона 13,5 люкс, и на 10 метрах самая тусклая сторона 2,1 люкса. Ну, то есть достаточно неплохие показатели. Конечно, это не самый яркий уровень, но тем не менее лазер у него хороший, глаза от него не устают. Приятный, мягкий, такой слегка салатовый цвет. Так, ну и в завершении давайте, конечно же, проверим его на точность. Проверим горизонт, проверим вертикали и проверим угол расхождения 90 градусов между вертикалями. Эта характеристика, опять же, не заявленная. Проверяю ее чисто ради интереса и специально для вас. Проверять будем на 10 метрах. Как помните, погрешность у него плюс-минус 3 мм на 10 метров. Вот здесь как раз у меня есть 10 метров. Горизонт будем проверять все сектора, поворачивая прибор на 90 градусов. Вертикали проверим по двум отметкам, которые выставлены по отвесу. Ну, вообще способов проверки вертикалей много. Можно по двум отметкам, по нитяному отвесу. Если есть у вас какой-то проверенный уровень, можно просто сопоставить. Можно отметить кресты снизу на перекрестии вертикалей и сверху на перекрестии вертикалей. Потом повернуть прибор на 180 градусов и тем самым также проверить вертикали. В основном это проверяется отвес. Но если отвес выставлен точно, то по большому счету и вертикали показывают точно. Итак, давайте начнем с горизонта и отметим первую точку. Да, еще пару слов о погрешности. Кто не знает, как правильно она считается, можете посмотреть это на сайте laserlevel.ru. Но при такой заявленной погрешности, плюс-минус 3 мм на 10 метров, максимальный разбег между точками, когда мы будем поворачивать прибор, все 4 сектора, не должен превышать 6 мм. То есть погрешность всегда указывается со знаком плюс-минус. Получается, от нуля может показываться как со знаком минус 3 мм вниз, и также со знаком плюс 3 мм вверх может показывать при повороте. Итого максимальный разбег может составлять 6 мм. Это будет крайняя граница заявленной погрешности. То есть, если этот показатель будет меньше, то уровень, по сути, настроен точнее. Давайте посмотрим. Итак, вот я отметил первую точку. Теперь поворачиваем прибор на 90 градусов. Поворачивать можно в любую сторону. Против часовой, либо по часовой стрелке. И сейчас смотрим, как проходит второй сектор через эту же точку. Итак, второй сектор идеально проходит также через первую точку. Смещения, да практически нет никакого смещения. Давайте смотреть третий сектор. Для этого снова разворачиваем прибор на 90 градусов и смотрим заднюю часть плоскости. Так, третий сектор проходит с небольшим смещением, но здесь в районе миллиметра, 1,5 мм. Но это совсем маленькое смещение. Давайте посмотрим четвертый сектор. Для этого еще раз развернем прибор. И четвертый сектор проходит также через первую и вторую точки. Ну, здесь, друзья, по всей видимости, получается это просто техническая погрешность из-за призмы, как она вклеена. У всех конусных призм идеального совпадения всех точек в одну линию бывает крайне редко. Это просто так на производстве удачно приклеилась призмочка без какого-то смещения. Это практически не встречается. Все равно какая-то сторона чуть-чуть выпадает. Ну, как можете видеть, горизонт настроен просто идеально. То есть 20 метров вы можете разметить, тут максимальный разбег миллиметр с погрешностью 1 мм. Это получается 0,05 мм на 1 метр. Давайте посмотрим вертикали.
Итак, давайте начнем с первой вертикали. Включаю прибор, выбираю первую вертикаль. У меня заранее на стене отмечены две точки сверху и снизу по обычному нитяному отвесу. То есть сейчас я буду наводиться на эти две метки. Если линия проходит через них, значит все хорошо. Итак, давайте посмотрим первую сторону первой вертикали. Итак, вот эта верхняя точка, навелся. И нижняя точка. То есть линия проходит через точки. Единственная сложность здесь заключается в наведении линии на точки, потому что расстояние должно быть не менее 5 метров, и точки плохо видно, наводиться сложно. Давайте посмотрим вторую сторону. Для этого разворачиваю прибор другой стороной и также навожусь вертикалью на точки. Давайте посмотрим. Итак, вот я навелся. Верхняя точка, линия проходит четко через точку. И нижняя точка. Линия проходит также через точку. Ну, возможно, есть какое-то минимальное отклонение в районе полмиллиметра. Но это не критично. Это абсолютно в допустимых нормах. Давайте посмотрим вторую вертикаль. Так, включаю вторую вертикаль и также смотрим первую сторону и вторую сторону. Давайте смотреть. Итак, друзья, наконец-то навелся. На самом деле способ не очень. Лучше проверять по ранее проверенному уровню, который просто проверяю по нитяному отвесу. И потом уже с ним сопоставляю. Потому что здесь реально получается очень много беготни. Точки на 5 метрах я не вижу, у меня зрение не такое острое. Мне приходится 100 раз бегать туда-обратно, навелся я на точке или нет. Так, ну в общем здесь все хорошо. Линия проходит абсолютно через точки. Давайте посмотрим вторую сторону. Разворачиваю другой стороной. И также опять навожусь. Давайте посмотрим. Так, вот сейчас удачно получилось. Сразу попал на точки. Это верхняя точка и нижняя точка. Ну, то есть вертикали также отлично настроены. Для проверки угла 90 градусов между вертикалями отмечаем точку на перекрестии и отмечаем две точки на стенах на перпендикулярных вертикалях. В одну сторону у меня будет расстояние 7,7 метра, в другую поменьше 2,3. Этого вполне достаточно для проверки. Давайте отметим точки на стенах. Итак, это ближняя точка отмечена. И так отмечена дальняя точка. Теперь давайте повернем прибор на 90 градусов. Поворачиваем прибор, сопоставляем точку с перекрестием и наводимся на ближайшую точку одной из вертикалей. Потом смотрим, как вторая вертикаль проходит через дальнюю точку. Она должна проходить с небольшой погрешностью, не больше 5 мм. Так, давайте сейчас я наведусь, это тоже кропотливый процесс, и потом посмотрим. Итак, вот навелся на точку на перекрестии, как можете видеть. Не знаю, как вам показать. Так, навелся на ближнюю точку. И давайте посмотрим, как проходит вторая вертикаль через дальнюю точку. А вторая вертикаль прямо идеально проходит через ту же самую точку. Угол 90 градусов также соблюден абсолютно точно. В общем, друзья, прекрасный на самом деле 3D уровень. Я даже немного впечатлен, вроде бы ничего необычного, но именно сам прибор очень круто сделан. Кто ищет высокое качество, можно смело приобретать эту модель Kayvits KT360A. Вот такой обзор получился. Все ссылки на все приборы, участвующие в обзоре, найдете под видео в описании. Обязательно не забывайте подписываться, подписывайтесь на Яндекс.Дзен и подписывайтесь на телеграм-канал. Всем добра, пока-пока.